Первая реакция Путина на потерю части Курской области. Политзаключенные выходят из тюрем, а в Тернополе призывают не выходить на улицу. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украинские войска экономят боеприпасы на фронте после начала Курской операции. Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели. Трамп заранее настроен или выиграть, или не признавать выборы. Будет ли он подбивать сторонников на акции протеста? Нужно победить очень уверенно и с отрывом. И импичмент для Макрона. Может ли президент Франции лишиться своей должности? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, спасибо за лайки и комментарии. Продолжайте так делать дальше, это очень важно. И продолжайте подписываться на канал, если, конечно, этого еще не сделали. Поехали. В некоторых районах Тернополя после российского обстрела превышен уровень хлора в 8-10 раз, говорят в областном центре контроля и профилактики болезней Министерства охраны здоровья Украины и в областной администрации тоже. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, завешивать окна и двери мокрыми тканями, чтобы хлор вступал в контакт с водой, а также по возможности не выходить на улицу, постараться герметизировать помещение. Детали не раскрывают, в какой промышленный объект попали россияне или чем таким они стреляли. Тоже на момент записи этих деталей не сообщают. Все наступление в Курской области могло бы не состояться, если бы партнеры разрешили стрелять дальнобойным оружием по территории РФ, говорит президент Украины. Вся наивная иллюзорная концепция так называемых красных линий против России, которая доминировала в военных оценках некоторых партнеров, рухнула в эти дни где-то под Суджей, говорит Владимир Зеленский. На сьогодні наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. І що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону. Якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то ми б не потребували фізичного заходу, зокрема на Курщину. В то же время Financial Times пишет, что украинским войскам на линии фронта приходится вернуться к нормированию боеприпасов впервые после перебоев с поставками снарядов из США. Издание ссылается на свои источники в вооруженных силах и заявляет, что Украина перебросила на Курское направление около 10 тысяч военнослужащих, включая много элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад из Донецкой и Харьковской областей. Источники Financial Times считают, что российское наступление в Донецкой области именно поэтому и имеет успех. Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал Financial Times, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север. Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели – полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины. Путин продолжает путешествие по местам былой славы. В этот раз он приехал в Беслан на место трагедии, постоял на коленях, вспомнил, как отдавал приказ на штурм захваченной террористами школы и собрался поговорить с матерями Беслана. Пообещал найти виновных в трагедии, в которой вроде как все знают, кто виноват, но никак не могут его найти. Что касается вот тех противников и врагов наших, которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом. И, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений.
Впервые вспомнил про Курскую область, задав тренд российской пропаганде. Но тут сложно говорить про результаты расследования теракта в Беслане, если Путин матерям говорит, что не в курсе, почему расследование теракта затянулось на 20 лет. Он обещал завершить его еще в 2005 году. Импичмент для президента Франции готовит оппозиция. Ультралевая партия «Непокоренная Франция» угрожает президенту отставкой из-за якобы отказа принять к сведению результаты внеочередных парламентских выборов и обвиняют его в институциональном перевороте против демократии. То есть просто обиделись, что Макрон не прислушался к ним и не согласился на предложенного ультралевыми премьер-министра. О том, как будет решать вопрос с угрозой импичмента Макрон и есть ли она вообще эта угроза, мы поговорили с экспертом Богданом Ференцем. Это возможность для тех сил, которые, в принципе, проиграли парламентские выборы, да, там партия Ле Пен, опять напомнить о себе и попытаться мобилизировать тот электорат и поддержку, который ожидал, что да, смена в контексте доминирования партии Макрона и его, так скажем, представительства в парламенте осуществится после выборов. Но так как их партия потерпела поражение, потому что выиграла левая как раз объединенная такая сила, сейчас политическая борьба будет обостряться. Это первое. Второе, нужно понимать, что для победителей, а именно для вот этих левоцентристских партий, для них также важно, чтобы они в будущем имели своего президента, да, и они также будут оппонировать Макрону. Но для Макрона это тоже возможность мобилизировать ту часть французского общества, которая не готова к приходу таких праворадикальных политиков и действий, и популярности этих политиков и действий. Поэтому для Франции, в принципе, вот такие политические процессы, они достаточно обычные, я бы даже сказал, но мое мнение такое, что после парламентских выборов досрочных Макрон чувствует себя более уверенно, нежели это было после выборов в Европейский парламент. Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом говорит пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны. До этого перед визитом Путина об этом говорил и посол Азербайджана в Москве. Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Саудовская Аравия. В этом году Россия председательствует в объединении, и тут мы, видимо, и выходим на цели визита Путина в Азербайджан. Политзаключенные выходят на свободу. Тех, кого Лукашенко помиловал, начинают освобождать из тюрем. Об этом пишет диссидент Бай. Среди тех, кого выпускают из тюрем, есть те, кто страдает серьезными заболеваниями. Известны имена только нескольких человек, но правозащитники пока не разглашают их. В центре «Весна» говорят о соблюдении информационной тишины, и мы присоединяемся к ним в этом. Дональд Трамп согласился принять поражение, но только в одном случае. Он признает поражение на выборах, если те будут честными. Трамп не признал выборы честными в 2020-м, когда проиграл Джо Байдену, а теперь и вовсе говорит, что в случае его проигрыша страна попадет в тупик. Но тут 45-й президент США сообщил, что именно он будет считать честными выборами. Итак, это когда голоса считают. Это означает, что они не мошенничают на выборах, не вбрасывают бюллетени, не устанавливают новые правила и нормы, на которые у них нет полномочий. Если я увижу, что у нас были честные и свободные выборы, а я надеюсь, что я смогу это сказать, но если я это увижу, то так оно и будет. Вы никогда не увидите более честного человека, чем я. Я честный человек. Будет ли Трамп снова подбивать людей на штурм Капитолия? Будут ли выборы нечестными в любом случае для Трампа, если он проиграет? Мы спросили об этом у экспертов. Опыт, я думаю, очень негативный для демократии США в предыдущий, когда был штурм Капитолия. Он должен, мое мнение такое, сдерживать вот таких радикальных действий в случае того, что, например, Трамп не получит победу.
Но, опять же, поляризация американского общества, она будет обостряться однозначно, это первое. Второе, я всегда такие аналогии привожу, например, как файт или бой боксерский. То есть нужно победить очень уверенно и с отрывом для того, чтобы не возникало никаких вопросов. Но, скорее всего, вряд ли или там кандидат от демократической партии, если это будет, скорее всего, да, Камала Харрис или Трамп, вряд ли такой большой разрыв мы будем наблюдать. Поэтому риски остаются, но в то же время нужно понимать, что, опять же, поляризация и возможность вот как раз углубления кризиса частично демократии, он может произойти. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам существовать и помогает нам создавать новые видео. Ну и ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вы находитесь в России, то смотреть нас можно через VPN. Как именно это делать, вы можете найти в первом комментарии ссылку на подробное руководство к действию. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.